Çekil! Çekil! Cihan! Yaşıyor mu Cihan söyle! Yaşıyor mu söyle! Allah aşkına yardım et. Yardım et ne olur Fidan. Kızımı kurtar. Ya unut artık bir şeyleri ya. Ölüyor diyor kız, ölüyor. O kızın ne suçu var anne? O kızın ne suçu var? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. После ухода Сакорта мир Нари снова перевернется с ног на голову. Его мать Садакат Ханем, которую он ожидал видеть рядом с собой в своей жизни, выступит свидетелем перед Осканом и предотвратит их развод, который откроет в его сердце раны, которые трудно залечить. Видя, как мать мешает ей, вместо того, чтобы поддержать в самый трудный момент, Нари впадает в бездонное отчаяние. Тем временем произойдет неожиданное развитие событий, и Шахин и Кая нападут на Оскана прямо перед Кортом, в результате чего обстановка погрузится в хаос. Когда Кая выражает свой гнев, который он подавлял в течение долгого времени, в сочетании с нетерпимостью Шахина к тому, что сделали с Нари, Оскан внезапно оказывается поваленным на землю. Но самая тяжелая ноша этой борьбы вновь ляжет на плечи Нари. Когда он увидит, что все вокруг него дерутся друг с другом, а Шахин приставил пистолет к голове Оскана, он подумает, что находится в центре всего этого хаоса. Этот тупик, в который он попал, задушит его душу. В этот момент он повернется к одному из пистолетов, которые носят охранники, и застрелится. Все будут ошеломлены, когда Нари упадет на землю. Шахин даже не посмеет приблизиться к неподвижному телу женщины, которую он любит больше жизни. У него даже не хватит духу узнать, жива она или нет. Джихан будет действовать рефлексами, он немедленно заключит Нари в объятия и не даст Оскану приблизиться к ней. В этот момент Шахин достигнет грани безумия, он приставит пистолет к своей голове и посмотрит на Джихана так, словно умоляет. Если бы Нари не жила, он тоже не смог бы жить. Но Джихан заметит, что внутри него есть небольшой признак жизни, и не будет лгать Шахину. Шахин почувствует временное облегчение, когда услышит, что Нари жива. Однако состояние Нари останется тяжелым. Полученная им пуля повредит его внутренние органы, и ему придется бороться за жизнь. Эта ситуация уничтожит госпожу Садакат. То, что Нари вот-вот застрелится, испытывая такую сильную боль, станет пощечиной за все ошибки, которые совершила госпожа Садакат. Он пожалеет обо всем, что сделал. Поддерживая Оскана, он поймет, что на самом деле тот является катастрофой для своего ребенка. В глубине души она будет винить себя, думая, лучше бы она ушла от него и развелась, лучше бы я вообще не вмешивалась. Но теперь настанет время компенсации. Если у Нари и есть хоть какая-то надежда выжить, то она зависит только от госпожи Фидан. Госпожа Садакат отбросит свою гордость и упадет к его ногам, умоляя: «Спаси мою дочь». Затем Зерин и Шахин обратятся за помощью к госпоже Фидан. Госпожа Фидан не останется равнодушной в этой жизненно важной ситуации. Возможно, он сдаст кровь, а может быть и орган, если он подойдет. Потому что другого способа сохранить жизнь Нари не будет. Таким образом, эмоциональная сторона госпожи Фидан, которую она скрывает внутри, но не показывает легко, станет более заметной. Как только Нари вернется к жизни, первое, что она сделает, разведется с Осканом. На этот раз госпожа Садакат окажет давление на своего зятя, которому она раньше говорила: «Ты не сможешь развестись», сказав: «Ты разведешься», и подготовит почву для развода. Теперь она признает, что этот брак необходимо расторгнуть, и что это решение было принято давно. Нари, которая со временем оправилась, решит выйти замуж за Шахина, в которого она уже влюбилась. На этот раз перед ними не будет ни Оскана, ни госпожи Садакат, перед ними будет только жизнь. С другой стороны, Аля будет следить за таинственными перемещениями Фикри и Ханем. Он тайно последует за ней в тюрьму и попытается выяснить, с кем она встречается. Когда Фикри и Ханем видят Алию на выходе, она испытывает шок и падает в обморок. Несмотря на весь свой гнев, Аля проявит огромную заботу и любовь, немедленно отвезя его в больницу.
Фикри Ханем не будет продолжать, пока немного не поправится. Но его любопытство не будет удовлетворено. Он будет ждать подходящего момента и захочет узнать правду. Фикри Ханем захочет рассказать все, пока она с Джиханом. Потому что он расстроен тем, что Аля находится в фиктивном браке, и он знает о любви Джихана к ней. По этой причине, когда она остается наедине с Джиханом, она почти оставляет завещание, говоря: «Никогда не отпускай руку моей дочери». Джихан искренне ответит на это заявление. Он раскроет свои истинные чувства к Алие. После этого она придет в свою комнату и расскажет Алие об этом разговоре с Фикри Ханем. Однако, когда Аля не комментирует этот вопрос, Джихан спрашивает, интересно ли ей, какой ответ она дала. Когда Аля узнает, что брак ее матери был фиктивным, она вспоминает, что та его одобрила, и будет держаться от него подальше. Но на этот раз Джихан будет честен, он скажет Алие, что любит ее сейчас и что он не хочет отпускать ее руку до конца своей жизни. Он больше не будет молчать и выступит против слов Гэжи Садакат: «Вы не можете быть настоящими мужем и женой». Теперь он открыто заявит, что хочет настоящего брака с Алией. На горнодобывающем фронте ситуация станет сложнее. На встрече с доктором Дженком она будет полна решимости не сообщать Джихану информацию о сроке аборта и поле ребенка. Хотя Дженк и говорит, что Джихан имеет право знать об этой ситуации, он не сможет убедить Мэн. Но Дженк не успокоится и попытается каким-то образом донести правду до Джихана. Тем временем новая тайна будет раскрыта с помощью ключей, которые Угур оставил Мине. Понятно, что Угур передал часть оставленных ему лик Мине, надеясь, что это пошатнет отношения Джихана и Алии. Однако внезапная и неожиданная смерть Угура оставит все эти доказательства в руках Мине. Эти доказательства позволят Мэн одержать верх над Джиханом и помешать ему расстаться с ней. Сближение Демира и Зерин превратится в другую историю. Когда Демир станет свидетелем невинности Зерин и красоты ее сердца, что-то внутри него изменится. Зерин, оставшаяся одна с фотографиями своей бывшей любви Шейды, развешанными по всему дому, куда она ее водила, и говорящая: «Это моя тюрьма», не оставляет Демира в покое, поскольку полученная им рана загноилась. Вместо того, чтобы убежать, он останется. Такое поведение тронет сердце Демира. Доброта и жертвенность Зерин заставят Демира усомниться в своих решениях. Возможно, в результате этих событий Демир освободит Зерин. Однако любовь к Кае в сердце Зерин никогда не сотрется. Даже посреди всего этого хаоса он не забудет веления своего сердца. Отношения между Фикри Ханем и ее дочерью Алей со временем начнут улучшаться. Хотя поначалу Аля продолжит держаться на расстоянии от матери, обморок, который переживает Фикри Ханем, покажет Алие, насколько хрупкой она стала. После этого инцидента глубоко заложенные в душе Алии сострадание и любовь выйдут на поверхность. В тот момент, когда он отвезет ее в больницу, он поймет, что вместе с гневом внутри него он все еще несет бремя и тоску по жизни ребенком. Госпожа Фикри также почувствует любовь, лежащую в основе гнева Алии. Аля, ожидающая его рядом с собой в больнице, станет первым признаком того, что стены постепенно рухнут. Поначалу Аля попытается сдержать себя, но со временем, каким бы болезненным ни был их прошлый опыт, она не сможет игнорировать трудности своей матери. Особенно, когда Фикри Ханем показывает, что счастье Алии для нее превыше всего, говоря: «Не отпускай руку моей дочери» во время разговора с Джиханом, это вызывает огромное смягчение в сердце Алии. В ходе этого процесса Аля начнет относиться к матери более тепло. Возможно, он не проявит к вам большой любви сразу, но его внешность, тон голоса и даже снижение резкости в его предложениях заставят вас почувствовать, что лед между ними начинает таять. Они будут неспешно говорить о прошлом, время от времени проливать слезы, но самое главное, они будут стараться больше не опаздывать друг к другу. Аля начнет проявлять свою любовь к матери, а Фикри Ханем широко распахнет свое сердце, чтобы снова прикоснуться к сердцу дочери. Это сближение позволит Алие более комфортно ощущать свою любовь не только к матери, но и к Джихану. Отношения между Фикри Ханем и Алией превратятся в одну из самых хрупких, но в то же время самых крепких связей материнства и усыновления.
Особенно, если болезнь Фикрии станет еще хуже или всплывут более глубокие тайны прошлого, объятия Алии станут гораздо более эмоциональными и искренними. Лед между ними окончательно растает и уступит место запоздалой любви. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.